Приветствую всех на канале. Я Наталья, и сегодня мы с вами делаем вот такие вот фонарики. В предыдущем видео я показывала распаковку материалов, и именно эти материалы здесь буду использовать. Если вам интересно, оставайтесь со мной и приступим. Для работы я буду использовать вот такую заготовку, и у меня ткань органза. Перед началом работы я снимаю верхнюю часть и просто беру и вот так обтягиваю вот таким образом. Беру нитку и сильно натягиваю и завязываю как минимум 2 узелка. Складки хорошо ложатся, но я хочу их проработать, чтобы они у меня как бы легли совсем ровненько. Вот если вдруг у нас такая большая складка, мы ее вот так пальчиками убираем и все натягиваем. Конечно, нитка у нас сразу тут ослабевает, когда мы немного все проработали. Еще раз вот так все обворачиваем и завязываем еще 2 узелка. Один и второй. И еще раз все прорабатываем, чтобы складочки у нас красиво ровно легли. И когда мы довольны результатом, берем еще один отрезок нитки и чуть выше также перетягиваем. Вот таким образом. И завязываем узелки, закрепляем. Еще немного все вот так выравниваем. И теперь все лишнее подрезаем. Вот что у нас получается. Теперь я вот так под вершину все подрезаю аккуратно. Все лишнее обрезаю. И немного запаиваю. Сейчас я беру колпачок и немного вот так его высовываю и одеваю на заготовку. Одеваю я немного вот так вот, отодвигаю в сторону, чтобы его ровненько одеть. Прижимаю. И сейчас я хочу подклеить каждую вот эту ножку. Многие скажут, зачем, и так хорошо держится. Но я все-таки подклеиваю, так как у меня сверху будет декор. И я не хочу, чтобы у меня что-то где-то сдвигалось. Поэтому я вот так аккуратненько все отодвигаю. Когда у меня все ровно село. И все подклеиваю. И продолжаю работу. Теперь я беру ленту 3 миллиметра. Можно использовать вот такую золотую ленту. Но я начинала белую, поэтому как бы и продолжу, чтобы у меня игрушки не отличались. Я беру клей. Это у меня уху. Я часто показываю желтый тюбик. И начинаю подклеивать. Вот тут есть такие грани. И на какую-то одну из граней. Вот этот кончик я стараюсь засунуть вот сюда. Вот так обворачиваю и сразу отрезаю лишнее. И даю закрепиться. И когда у меня закрепилось, устанавливаю в удобное мне положение и наношу клей. Так как у меня кисточка будет на самый вот здесь кончик, я клей наносить не буду. И подклеиваю по вот этим граням, которые идут. Здесь я буквально чуть-чуть клея.
Вот кончик, как я говорила, оставляю не подклеенным. Придерживаю пальцем. Наношу клей на остальную ленту. И все подклеиваю. И подсовываю под низ. Вот таким образом. Снова беру ленту. У меня будет разделено на 4 части. Здесь 8 граней, но я буду использовать только 4. Наношу клей. Вот у меня одна лента, и теперь вот сюда. Также даю закрепиться. И пока у меня там закрепляется, я сразу отрезаю отрезок. Также устанавливаю, чтобы мне было удобно наносить клей, и подклеиваю. Верхушку я не подклеиваю, так как буду подклеивать, пришивать кисточку. Вот буквально чуть-чуть тут нанесла клей. Все, верхушку я не трогаю. Разворачиваю, наношу клей на остальную ленту и подклеиваю. Подсовываю. Даю закрепиться. Подготовим кисточку к работе. У меня будет бусинка. Чтобы одеть, я просто использую иглу. Закрепляю кисточку и обратно вот таким образом протаскиваю. Беру нитку и с иголкой, и узелок прячу вот туда вовнутрь. И выхожу вот здесь, где у нас узелок. Все, узелок у нас внутри. Теперь этой же иголкой проходим через бусину. Стараемся не зацепить вот эти веревочки. Теперь делаем узелок. Придерживаем. И теперь этот узелок нам надо подшить. Иголкой несколько раз туда-сюда, чтобы он у нас не разошелся. Так, узелок, сейчас вернусь к вам. Я прохожу иголкой 3-4 раза. С разных сторон стараюсь, чтобы полностью закрепить. Можно сказать, узелок у меня почти вот в бусине. Теперь я отрезаю лишнее примерно на длину бусины. Запаиваю. Бусину протаскиваю через кисточку, через вот эту веревочку. Наношу немного клея и опускаю бусину назад. Вот таким образом. Получается все чисто и красиво. И вот здесь у нас выглядывает наш узелок. Теперь я беру заготовку и пытаюсь 2 ленты прошить вместе. Теперь цепляю за узелок. Так как мы прошили узелок, он уже никуда у нас не убежит. Лучше, конечно, использовать, как я, вот бисерную иголку. Затягиваю. Еще раз через ленты прохожу. Здесь надо очень аккуратно работать. Снова затягиваю через прошитый узелок. И так 3-4 раза, чтобы все закрепить. У нас получается кисточка пришита очень чисто и аккуратно.
Теперь я несколько раз вот так обворачиваю и сделаю узел. Так, от клея тут всякое торчит. И еще раз через вот эту вот местечко, где у нас пришита кисточка, еще один узелок. И нитку прячу под ленту. И отрезаю. Посмотрите, как все чисто, красиво у нас пришито. Теперь я беру ленту с петельками. Можно, конечно, не клеить, но когда я подклеиваю декор, вот эта железная штучка будет, верхушка будет просвечиваться. Поэтому я подклеиваю белую ленту. Немного размазываю. Можно использовать простую ленту, просто у меня белой не оказалось, закончилась. Лишнее подрезаю и подклеиваю. И теперь верхушку я буду декорировать вот этой декоративной такой лентой красивой со стразами. И подклеиваю. Подклеиваю под верхушку. Вот здесь остается место. Там я буду подклеивать стразовую цепочку. Клей я предпочитаю наносить на саму вот эту ленту. Теперь я вымеряю нужное мне количество. Лишнее отрезаю. И все подклеиваю. И вот этот зазор я буду декорировать цепочкой. У меня цепочка 2,5 миллиметра. Наношу так достаточно много клея и подклеиваю под натяжением. И так обрабатываю полностью всю верхушку. Так, лишнее отрезаю и все подклеиваю. Теперь я беру эту декоративную ленту и вымеряю, сколько мне нужно до кисточки. Вот. И одну сторону отрезаю. И столько же еще вымеряю на вторую сторону. Теперь вот этой частью мы как бы огибаем кисточку. Это у нас будет с одной стороны. И укладываем с другой стороны. Так, не хочет укладываться. Неудобно снимать под камерой. Так, ну давай. Переворачиваю. Сейчас одену и вернусь к вам. У меня все оделось. Опять выскочила. Да что ж такое? Вот. Таким образом. Теперь вот так отгибаю и наношу клей вот сюда. И ровненько располагаю по ленте. С одной стороны и с другой стороны. Так, можно сюда нанести и ровненько все приклеить. Даю закрепиться. И вот у меня все закрепилось, и теперь могу подклеивать дальше. Наношу клей и устанавливаю ровно по ленте. Так, здесь у меня даже чуть длиннее получается. Можно одно звено отрезать. Главное, что не короче.
полностью подклеиваю с одной стороны и с другой стороны. Все ровненько укладываем. И вот что получается. Теперь, чтобы нам все ровно вот здесь прикрепить, нам надо отрезать вот эти вот краюшки, чтобы у нас все вплотную подходило. Вот сюда. Наношу клей, подклеиваю. Вот вы видите, все вплотную получается. Так, лишнее отрезаю. И все подклеиваю. И продолжаю работу. И вторую сторону делаю точно так же. Чтобы задекорировать верхушку, я буду использовать вот такой колпачок. Но чтобы приклеить и чтобы, можно сказать, крепче приклеилось, я заполняю серединку. Можно использовать фатин, можно любую ткань, использовать все, что у вас есть. И нарезаю такие кружочки. Конечно, можно приклеить по краю, но чем больше поверхность приклеивания, тем лучше. Поэтому я нарезаю вот такие вот кругляшки. Наношу клей и помещаю туда свой материал. Чуть-чуть еще подрежу. Если у вас есть фатин, можно использовать фатин. И последнюю немного подгоняю по размеру, чтобы у меня была ровная поверхность. И по краям. И вот у меня получается ровная поверхность. Теперь я делаю небольшой надрез, чтобы у меня вместилась вот эта вешалка туда. И немного затачиваю вот эти края, чтобы они у меня были не скользкие, а такие матовые. Теперь я наношу много клея сюда, на края тоже. И подклеиваю верхушку. Смотрю, чтобы у меня все приклеилось ровно. Придерживаю и даю закрепиться. И пока у меня подклеивается верхушка, я украшу кисточку. Наношу клей и подклеиваю. Подрезаю нужный мне отрезок. И подклеиваю. И даю закрепиться. Вот этот пакетик от кисточки я чуть-чуть подрезаю и подклею скотчем, чтобы он уже никуда не убежал. И подклеиваю вот за нижние вот эти бусинки. И теперь мне надо вот этот зазор здесь задекорировать. Беру клей и наношу достаточно много, чтобы все приклеить. И укладываю цепочку.
цепочка как раз подходит по размеру. Подрезаю нужный мне отрезок. И, конечно, все подклеиваю между собой. И также подклею еще один ряд вот сюда. Это зрительно так удлиняет продолжение заготовки. Лишнее отрезаю и все между собой подклеиваю. И даю закрепиться. Для декора я буду использовать вот такую филигрань, и я ее подгибаю. Вот достаточно сильно, вот таким образом. И так поступаю со всеми деталями. Беру нитку с иголкой в цвет и буду пришивать. Вот таким образом я укладываю вот здесь. Вот у меня грань совпадает с вот этим краем. И буду пришивать вот здесь. Надо сделать здесь очень аккуратный маленький узелок, чтобы его не было видно. Вот узелок спрятался вот там внутри. Подгибаем мы для того, чтобы нам было удобно пришивать, чтобы можно было вот так иголкой пройтись через филигрань. И прошиваю 2 раза. Прошиваю именно в этом месте, так как здесь будет закрыто все стразами. 2-3 раза вполне хватает, и можно сделать узел. Закрепляем. Я обычно делаю 2 узелка. И теперь вот так вывожу нитку, прохожу обратно, вот выхожу вот здесь и нитку подрезаю. Там ее не будет видно. И так подшиваем все 4 филиграни. Все у меня подшито. И теперь подбираю стразы. Здесь я уже выложила капли. И вот такие вот вытянутые. Виктория свои стразы знает. Если вы покажете вот то, что я показала, она это поймет. Какой размер. При работе мне больше нравится, когда стразы высыпаны на стол. Так удобнее их хватать карандашом. Использую карандаш, и здесь у меня в аппликаторе клей уху, или можно использовать Е6000. И чтобы у меня никуда ничего не убежало, я установила на корону. Наношу клей на филигрань и подклеиваю вот эту вытянутую стразину. Вот здесь, где у нас все подшито, нам надо все скрыть. Здесь у меня будет капля. Все поправляем. И вот здесь по рисунку филиграни я сейчас буду подклеивать стразы. И вот вы видите, у нас все наши ниточки, все там скрывается. И наверху по обе стороны подклею еще 2 капли. И с другой стороны. И вот что получается. Итак, обрабатываем все филиграни. Мой фонарик у меня украшен, и мне остается сделать вешалку. Вешалка у меня 22 сантиметра. Я подрезаю вот так под углом, спаиваю, чтобы мне удобнее было одеть.
и одеваю через отверстие. Вот таким образом. Теперь делаю узелок. Хорошо его затягиваю. Раздвигаю ленты и протаскиваю верхнюю ленту. Вот таким образом. И вот этот узелок у нас должен попасть вот сюда. Вот так. Так, ничего не зацепила, не зацепила. И вешалка у нас получается ровная и красивая. Сейчас нагрею пистолет, надо все это вот так подклеить. И теперь узелок подклеим, чтобы никуда ничего не сдвинулось. И вот эту нижнюю часть также подклеим и кончик отрежем. Даю закрепиться. И вот эту верхушку я задекорирую одной стразиной. Нанесу клей. И подклею. Даю закрепиться. И вот такие вот фонарики у меня в итоге получились. Мне очень нравится полученный результат. А вам? А на сегодня все. Надеюсь, урок вам понравился, был полезен и вы узнали что-то новое. Если есть вопросы, пишите в комментариях. Всегда рада ответить и помочь. Творческих успехов и пока-пока.